Батя Шахмат врывается на шахматный титульный вторник. Против него выступает Друнер Джунер Ригаиси. И Магнус, мягко говоря, не ожидал такого жесткого сопротивления. Благодаря этому партия получилась мега сочной. Пехунделя d4. Магнус начинает эту свою великолепную партию. Конь f6. Арджун отвечает. c4, e6. Это у нас потенциальный ферзевой гамбит. Как же я его люблю. Наверное, больше люблю только сицилианскую защиту, когда играю белыми. Кони на f3, d5. Пошла пешечка. И да, ферзевой гамбит с перестановкой ходов, но Магнус решил поберечь мои нервы. Он играет пехунделем на g3, перестраивается в Каталониус. Все мы знаем, что Магнус Карлсон, Магнусятина, жесткий типаж, шахматный батя современных шахмат, но иногда дает осечки, и очень неприятные, очень болезненные. Арджун демонстрирует, что он знает шахматную теорию, на c4 просто кушает, тут все хорошо, каруаним слонину, слон d7, чтобы выставить этого оппонента, этому белому оппоненту. Конь d2, пешку c4 надо бы как-то пощекотать. Играть на удержание пешки c4 плохая затея. Затея уровня пепси-кола. Если, например, двинуть вот так, вот конинка на e5 выскакивает, себе слон посматривает на ладейку, и надо играть полупокерные c6, потом а4 белые будут это все подрывать. Короче, не по-пацански, левой пяткой так не победишь. После конь bd2 Арджун находит возможность все-таки поиграть на удержание этой пешки и защищает его своим орешком на поле b5. Слонинка подошла и защитила. Так, смотрим, что будет дальше. Ты, если впервые на канале, жми лайк этому видео, подписочку, субтитры выключи, если тебе мешают, кнопка SS в настройках. Вместо банального тычка ходом а4 Карлсон двигает своего батю в рокировку. Кони на c6 пошла, нападение на пешку d4. Расставляйте ноги шире. И ходиком b3 Карлсон решает все-таки жертвануть еще одну пешку Арджуну. Арджун, как жадный скупердяй, просто забирает ее на поле b3. Конина сюда. И у Магнуса нет пешки. А что? Какая компенсация? Разве что несколько ходов с лучшим развитием стоит. Так что компенсации по сути нет. Все. Слонина Е7 и слон Б2. Развиваются мужчины, развивают свои шахматные фигуры. Слон с Б5 хоботком подвязывает пешку на поле Е2. Надо как-то ладейку убрать. Потом Е4. И вроде бы центр можно писать в рамках компенсации. Но здесь партия ожидает быть прелестной и чудесной. Не зря же я вам ее показываю. Арджун уходит в рокировку. А4 Магнус пошел, попер своего крайнего пешака. Слонинка отступает, держит связочку на поле Е2. Ладья С1 и ладья С8, чтобы нигде не провисала маленькая, ничтожная мелюзга на поле С7. Конину надо засандалить Арджуну, спросить, что он будет делать с вот этим вот слоном. Желает ли он сдвоить свои пешечки по линии А, одна будет смотреть взад, другой. Арджун отвечает достаточно уверенно на этот вопрос, берет слоном этого коня, и Магнусевич активизирует ладейку. Ладейка активизирована, можно ее подбросить куда-то, потом на G5 сыграть, D5 посматривать на G7, сделать из этого Арджуна индийское карри. Ферзем на d6 Арджун подошел. Есть огромное желание еще подтянуть тухлый шкаф черного цвета и как-то на d4 попробовать поиметь центральную пешечку. Ладья e1, чтобы наконец-то уже выйти сюда. Ладья fd8, конечно, конь e4 напрашивался какой-то ход. Конь e4 сюда Магнусу засунуть. Тогда с ладьей вопросы на поле c5. Что делать? Непонятно. Компьютер пишет, что просто надо играть или ладья h5, или вот такой интересный вариант ферзь А1. Если этот мандарин берет пешку на поле С5, качество вроде бы выиграл, но после взятия на С5 ферзем есть вот такой ходильник. С большими проблемами потом у черного короля. Слон засандалится просто на F6, потом как-то сюда аккуратненько ферзя бы подвести на G5 и просто мат влепить Арджуну. Вот такие планы могут быть, но конь Е4 в партии не сыграли. Ладья D8 последовала в партии. Магнус уверенно ферзючку на
b3 подвинул, b6. Ладья c2, первая ошибочка от этого бати. Шахмат. Эрджун уверенно продолжает эту партию. Почуял кровь. Хищник вышел на охоту. Индийский бенгальский тигр. Напал. Горде объявил. Магнус прижал хвоста. Свалил в туман своим ферзем. Ферзь d5. Эрджун учуял кровь шахматную норвежскую. Но все равно немножко ошибся. Лучше было бы конинку на d5. Потом с угрозой вилки b4. Пусть бы подумал этот батя шахмат. Ферзь d5, на тебе сюда. Ферзь а1 отошел. Слон b7. Нападаем на потанцевальный мат. Но у нас есть конь h4, чтобы как-то устроить рака-мака-фо слону вонючему на поле b7. Ну, там, правда, конинка его защищает. Все хорошо. Но следует следующий ход. Да ладно, скажите вы, да? h3. Магнус защищается от прыжка конем на поле g4. На самом деле, конь на g4 не имел желания вообще никакого туда становиться. Зачем ты это делал? Арджун также выпускает преимущество. Лучше было бы сыграть конем на b3 на ферзю. Сюда напал, потом сюда ферзь. И ходом c5 получать лучшую позицию уже. Магнус. Вот тебе и Магнус. Ладно, h3 следует. Арджун также выпускает. Магнусу надо было играть e4. Вот представим, e4 вот сюда походил. Сюда на. Потом просто конь d2. Используем связку вот этого долбоящера на поле e4. Ходом f5, конечно, можно его застраховать. Но тогда вот так, вот так. И слон e4. Белые слоны могут навертить здесь черного короля на вертеле любви. Но, к сожалению, никто так не играет. Е4 Магнус фукает, он играет слон c3, что позволяет Эрджуну получить, возможно, решающее преимущество в этой партии. Он, конечно же, выпускает ход конь b3. Конь b3 можно было бы засунуть. Ферзь a2 и c5, чтобы активизировать ладьи, активизировать слонинку, ладьи. Все здесь можно было активизировать, но... Да. Слон c3 играется. Потом это все дело ферзь f5 выпускается, вроде бы как напал. Контроль стандартный титульного вторника, блиц и ферзь c1. Вот здесь уже звоночек серьезный. Конечно, напрашивается ход слон e4, напасть на ладью, сделать ему дискомфорт, как после пьяной вечеринки утром. Набухался рассольчиков на утро, нет. Но Арджун решил забрать конинку, слонинка подобрала этого и вроде бы зевает пешку на поле h3. Ее можно забрать, но тогда слон опять сдвоит вот этого коня. Пешки будут сдвоены, не перспективные нихуя. Поэтому конь b3. Наконец-то следует этот ход. Конь b3. Он давно напрашивался. И через несколько ходов после g4 Магнус совершает еще одну ошибочку. Можно, конечно, тяпнуть ферзя на поле c1. Потом здесь тяпнуть. Конь в ебенях застрял. Непутевый, немытый, вонючий. Все как мы любим. Но Эрджун не решается забрать ферзя. Он отступает на g6 и правильно делает. Ферзь черных внесет решающий вклад в эту партию. Ферзь b2, Магнус отходит. И вот здесь я предлагаю тебе найти лучший ход за Друна Эрдруна в этой партии. Друн Эрдрун делает бриллиант. Выигрывает материал Магнуса Карлсона. Это лучший ход в этой позиции. Посмотри внимательно, черкани, комментарий свой царский. Можешь также подписаться на канал и лайк поставить, если тебе нравятся мои разборы. А если не нравится, я тебя заставлю, чтобы нравились. Итак, этот ход конь d4 на бриллиант. Вот так вот себе батя в здании. Слон d4 берет, и теперь следует второй бриллиант. Ладья d4. Выясняется, что если брать ферзем эту ладью на d4, ферзь контролирует c2. Немножко перегруз. Много ты, мамасита, на себя взяла в этой партии. Поэтому меняться не камильфо. Карлсен подводит ладейку для защиты. Следует ладья d7. Отступил назад. Опять Магнус решил сдвоить пешки на линии А. H5 Эрджун пошел в атаку, и эта атака, конечно, даст какие-то плоды, ягодки, малинки. Сюда на g4 также разменялись. Ладейка пошла на d8, и сейчас линия D под полным стратегическим индийским контролем. Но Магнус тоже не пакистанец, так что надо немножко подумать. Каролина на g2, ферзь g5, немножко индийская кобра подкрадывается к белому королю. Сюда ферзь b
b4. Зачем? Непонятно. Позиция уже минус 3 и 6. Точным ходом конь d5. Арджун выпускает свое преимущество, которое нажил непосильным трудом. И, конечно, можно разменяться. Надо разменяться, ибо остаются только тяжелые фигуры на доске. Но это не панацея. Еще Арджун умудряется немножко поднасрать возле своего подъезда. Да так поднасрал, что не только соседям воняет, но и ему тоже. Но Магнус есть Магнус. Ферзь b1 точный ход. Красивый ход выпускает очередную возможность сравнять эту партию. Ходом f5 Арджун также что-то там выпускает, но этот ход имеет какой-то человеческий фактор, ведь он хочет просто раскрыть короля. Ходом ладья c4 Магнус нарисовал себе звезду на лбу, получил кличку Меченый и, наверное, потерял любую одежду на победу в этой партии. Лучше было бы сыграть, конечно же, разменяться, вот здесь разменяться, а потом аккуратненько дать шахидосик на, если король ушел бы на линию h, ладейка бы подъехала, сдвоился бы по линии h, и там еще какие-то матовые угрозы, или после ферзь d5 можно было бы просто разменяться, остаться в худшей позиции. Но у тебя еще пешка там потом есть. Конечно, потом после пешки теряется ладья, но это мы упустим. Так что после f5 Магнус играет ладья c4, что позволяет Арджуну провести несколько двоечек в кабину шахматному бате. Сначала задвигает ферзь e5, потом сюда, и потом еще один бриллиант. На! Выясняется, что если брать эту ладейку вот здесь вот так, последует сначала шах тебе. Король отступит на g3, ибо это лучший ход. Потом ладейка сюда, нападение на ферзя и нападение взад этому королю с матовым угрозами белому монарху. Поэтому после ладья d1 Магнус играет как настоящий джигит, уклоняется от этих неприятностей, ведь зад королю надо беречь. Ладейка подходит еще одна, и вот здесь интересный момент. Настолько интересный, что Магнусу надо принимать какие-то меры, ибо позиция минус 7 уже. Кстати, если не смотрел партию, где Синдаров с Ароняном играл, там тоже было такое, где одна из сторон упустила победу, потом вторая из сторон упустила победу, а потом они вообще согласились на ничью. То тут, конечно, такого не будет. Вот этот вот мужчина придавил и не попустит. Король отступает на f2, позволяет войти ему в зад, только уже с другой стороны. Что и делает Арджун. Забрал, пошел, e5 на тебе еще, на f2 назад, ладейку поимели, ферзь d2 и ферзь h2 шах. Жертва ладьи от Арджуна. Позволяю тебе также подумать, что будет, если король заберет ладью на поле a1, на поле e1. Черкани в комментариях, что будет, я показывать не буду. Это тест тебе на шахматное мастерство. Королю надо делать прогулочку. Король пошел на e3, g1, выгоняем его на! И с этой калитки пошел вон отсюда. У вас не оплачено, вы не продлили. Выгнали короля из его уютного местечка. И следует ладья d1, нападал его на ферзя. Ферзь c3 отошел, ферзь h2 на, возвращайся либо же сюда, либо никуда. Возвращаюсь сюда, хорошо уговорил, ферзь h6 и батя возвращается на f2, после чего у Арджуна есть решающий лучший ход, которым он пользуется, это задвинуть f4, после чего нет защиты от мата. Лучший ход защиты от мата — это сдать вот эту вот фишку, ферзь f4, и все равно угрожает жесткое месиво. Так что вот такие помидоры, ребята. Подписку, лайк, смотри плейлист с партиями известных шахматистов в закрепленном комментарии. До новых встреч!